Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать следующую неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Ждете ли вы выход дополнения Исландии для Euro Truck Simulator 2? В сегодняшнем блоге мы хотели бы проверить ваши знания с помощью небольшой викторины по географии. Сможете ли вы угадать реальные места, показанные на этих внутриигровых скриншотах, из-за разнообразуемого дополнения к карте? Независимо от того, рядом ли вы из страны огня и льда, бывали ли вы в Исландии или просто хорошо знаете географию, мы думаем, что вы узнаете некоторые реальные места, изображенные на этих скриншотах. Наши дизайнеры карты усердно работают над воплощением этого расширения, уделяя особое внимание деталям. Узнаете как-нибудь из этих мест? Напишите нам в комментариях. Мы надеемся, что этот краткий обзор дополнений с картой Исландии вызвал у вас еще больше интерес к этой стране. Не забудьте поддержать нас, добавив дополнение с карты Исландии в свой список желаемого в Steam. Подпишитесь на нашу рассылку, подпишитесь, чтобы получить новые новости о наших играх прямо в ленту или TikTok, Galaxy, Facebook, Instagram, X, Twitter. И не забудьте поставить нам лайк, чтобы оставаться в курсе. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на данное дополнение будет располагаться в описании данного видеоролика. Пару месяцев назад мы объявили о начале работы над дополнением Южной Дакоты для American Truck Simulator. Сегодня мы рады предоставить вам талантливых людей, стоящих за этим проектом, команду, работающую над предстоящим расширением карты. Я работал с Software почти 9 лет, и большую часть этого времени я руководил нашим проектом по созданию дополнений. В мои обязанности входило проектирование общей структуры новых дополнений, выбор всех городов, стоянок для грузовиков, достопримечательностей, а также координация работы нашей команды, сотрудничество с другими отделами, поддержка роста и мотивация моих коллег. После нескольких лет работы над многочисленными дополнениями к игре пришло время передать эстафету нашим талантливым и амбициозным коллегам. Теперь я перехожу на новую должность арт-директора, где буду уделять больше внимания более широким аспектам разработки карт, обеспечению визуальной согласованности, повышению эффективности и поиску свежих идей и уникального контента для мира АТС. Я искренне рад началу новой главы и верю, что она поможет нам создавать еще больше совершенные и захватывающие игры для наших игроков. Что-то обо мне. Я работал в Software уже больше 5 лет. Я всегда любил играть в игры с детства и мечтал когда-нибудь заняться их разработкой. Мечты сбываются. Среди моих любимых игр классические олдскульные игры, такие как Red Alert 2, Caesar 2, Empires 2, Heroes of Ming. Среди моих любимых игр классические олдскульные игры. Из новых игр мне нравится Sea Skylines, Stellaris, Elite, Dragons, Transport Fever, а в последнее время я постепенно осваиваю игры в жанре Soul-like. Когда я играю на компьютере, я рисую и собираю миниатюры, в частности Старый Свет. Я с нетерпением жду возможности поработать в Южной Дакоте после нашей исследовательской поездки в США, и теперь я очень рад, что могу работать в Рапид-Сити и его окрестностях. Мне посчастливилось лично побывать в Южной Дакоте и воочию увидеть ее разнообразный ландшафт. Меня особенно привлекли горные районы в западной части штата Блэк Хиллз. Произвел на меня неизгладимые впечатления. Поэтому я с радостью беру на себя ответственность за то, чтобы воплотить этот регион в нашей игре. Я работаю над тем, чтобы передать не только уникальный ландшафт, но и атмосферу, которая делала это место таким особенным во время моего визита. Меня зовут Дрейки, и это прозвище отражает мою страсть к мифическим существам и животным. Я творческий человек, мне нравится изобразительное искусство, живопись и дизайн. Обычно я провожу свободное время за видеоиграми, особенно за теми, где нужно выживать или решать головоломки. Среди моих любимых физических занятий стрельба из лука и акробатическая йога. Сейчас я работаю над визуализацией водопадов Sioux Falls, которые покрыли меня с первого взгляда. Я верю, что они покорят и вас. Следующая остановка для меня станет бесплодные земли, и я невероятно рад этому.
Южная Дакота — четвертое дополнение, над которым я работаю, и с каждым новым проектом я ставлю перед собой задачу расширить границы возможного на карте. Я всегда стараюсь перевести что-то новое как в свою работу, так и в игровой процесс. Моя личная жизнь сильно влияет на мой подход. Я увлекаюсь пешим туризмом, и это помогает мне создавать в игре более захватывающие естественные ландшафты. Благодаря моему архитектурному образованию я хорошо разбираюсь в проектировании городов и поселений с их структурой и характером. Мне также нравится рисовать, писать красками и заниматься каллиграфией, что помогает мне сосредоточиться на красоте деталей и на этом, как они сочетаются в рамках общей концепции. Кроме того, такие виды спорта на выносливость, так как триатлон научил меня добиваться долгосрочных целей, управлять своим временем и сохранять психологическую устойчивость. Каждый из нас в команде привносит что-то уникальное в мир АТС, и я горжусь тем, что могу поделиться с вами видениями. После потрясающего проекта в Айове, который получил множество положительных отзывов, мы сразу же приступили к работе в Южной Дакоте. Этот штат может много продолжить, и вы это знаете. Вот небольшой намек на то, над чем я работаю и что мне действительно нравится. Это место находится недалеко от границы с Небраской и реки Миссури. В любом случае, с момента выхода последней статьи Айова «Познакомьтесь с командой», я чувствую, что мы продвинулись вперед, и я бы сказал, что моя работа вышла на новый уровень, как с технической, так и с визуальной точки зрения. В это же время мы стали более слаженной командой, и это здорово. Я с нетерпением жду проектов, за которым мы возьмемся в будущем. Конечно, работа это не единственное, чем я занимаюсь. Я тесно связан с спортом, так как в прошлом был профессиональным дзюдистом и стараюсь вести активный образ жизни, насколько это возможно. Мне также нравится проводить время за просмотром хорошего фильма, независимо от жанра, хотя научная фантастика мой любимый жанр. И последнее, но не менее важно, я люблю игры. Одним из первых игр, в которые я играл в детстве, был Doom 2, авиасимуляторов МиГ-29 Фиркут. В заключение хочу пожелать вам множество успешных контрактов и большого количества миль, набранных в АТС. Я работаю в софтвере почти 3 года, и за это время участвовал в создании нескольких дополнений к картам. Я начал с нескольких небольших задач в Оклахоме, затем работал над Небраской и Айовой от начала до конца, а сейчас занимаюсь Южной Дакотой. В свободное время я занимаюсь 3D-моделированием, печатью, созданием косплеев по мотивам фильмов и видеоигр, играю в ДБД с друзьями и, конечно же, в видеоигры. Я надеюсь, вам понравится поездка по улицам Брукгингса, Хот-Спрингса, а также по части Блэк-Хиллз, включая национальные мемориалы Маунт Рашмор. Мне нравится создавать реалистичные детализированные сцены, которые, я надеюсь, доставлять вам удовольствие. Мы с остальной командой с нетерпением ждем возможности показать вам всю красоту Южной Дакоты. Меня зовут Петра, я из Праги и работаю в этой компании уже почти 5 лет. В свободное время я люблю рисовать, это помогает мне расслабиться и проявить свои творчески. Я также поклонник, и в котором сочетаются стратегии, сюжеты, миниатюры, которые с удовольствием раскрашиваю. Еще одно мое увлечение — плавание. Он помогает мне оставаться активным и ощущать разум. Дома я ухаживаю за 3 попугаями — Софи, Игги и Моной, которые недавно появились в нашей семье. Она еще осваивается, но уже проявляет свой характер. Скоро исполняется 3 года с тех пор, как я начал работать в софтвере, вкачивать дизайн карт. Моим первым вкладом в игру стал Техас 2.0. Затем я работал над Небраской, Айова, а теперь и над Южной Дакотой. В моей команде я специализируюсь на дизайне стоянок для грузовиков. Это моя обязанность и моя старость. В свободное от работы время я люблю ходить на концерты, фестивали музыки. Одна из моих главных радостей. Мне также нравится собирать конструкторы Лего и другие наборы для моделирования, и играть в настольные и видеоигры, и читать. В последнее время я даже подумываю о том, чтобы завести домашнюю змею. Пришло время отправиться в новое путешествие, на этот раз в Южную Дакоту. Оставаясь верным традициям, я сейчас работаю над городом, название которого очень похоже на название города, на котором я работаю в Айове. Спасибо, Саймон, во время создания или точно во время того, как я сейчас занимаюсь постмэра этого города. Я наслаждаюсь чашечкой хорошего кофе, хотя и не так сильно, как в компании своих коллег. На самом деле, именно они дают мне самое большое вдохновение и энергию. Вместе мы оставляем одну большую сплоченную команду. Я искренне верю, что нас ждет много интересного.
Это мое третье дополнение к карте. В Южной Дакоте я отвечаю за две области. Су Фоллс, крупнейший город штата, расположен на востоке, помимо местных водопадов, над которыми работают дрейки. И Спирфиши расположен на краю Блик Хиллз. Я выбрал первый город в основном для того, чтобы развить свои технологические навыки, связанные со строительством крупных городов, а второй из-за его живописного холмистого ландшафта, покрытого хвойными лесами. Начиная с этого дополнения, я также беру на себя роль проектировщика дорог, в частности, проектировщика транспортных развязок. Наверное, хорошо, что я начинаю с этого, ведь в Южной Дакоте в основном простые транспортные развязки, а сложные появляются только в других штатах. Это будет своего рода повышение уровня, и, честно говоря, я с нетерпением этого жду. В грядущем дополнении Южная Дакота мне выпала честь построить город Янгтон и его окрестности. Мне очень нравятся открытые ландшафты и речные пейзажи. Это часть создания карты моя любимая, наверное, потому что мне просто нравится бывать на свежем воздухе в реальной жизни, будь то поход или обычная прогулка. Хотя я также люблю провести тихий вечер за хорошей книгой или видеоигрой, поскольку в American Truck Simulator можно не только играть, но и исследовать мир и его прекрасную природу. Мне повезло быть частью такого проекта. Привет, я Ивана, она же Иви. Мне всегда интересовало искусство во всех его проявлениях, будь то это рисование или живопись, видеоигры, музыка или даже простые создания глупых веб-сайтов. Одним из моих главных источников вдохновения была и всегда будет природа. Я люблю ходить в походы, собирать дикорастущие растения, коллекционировать безделушки на природе и просто проводить время на свежем воздухе. Все мои увлечения вместе взятые побудили меня попробовать себя в роли дизайнера карт. В софтвере и, к счастью, я здесь. Я здесь уже чуть больше полугода. В последнем проекте Айова я работал только над небольшой частью шоссе USA-20 и в основном занимался более поздними этапами разработки, так как приехал сюда всего за несколько месяцев до выхода дополнения Айова. Сейчас я работаю над целой частью Южной Дакоты, расположенной вдоль северных границ. Мне пока нравится открывать ландшафт. Я также работаю над небольшим городом. Я могу только надеяться, что игрокам понравится так же, как и мне нравится работать над этим. Я присоединилась к команде недавно из Северной и Южной Дакоты. Мой первый проект в софтвере меня привела страсть к искусству. Я много лет занимался иллюстрацией и рисованием. Часто вдохновлялся своими любимыми играми в жанре фэнтези и симуляторов. Работа в софтвере кажется мне идеальным сочетанием всего, что я люблю. Сейчас я понемногу работаю над всем, что мне действительно нравится. Это отличная возможность изучить и найти то, что подходит для меня больше всего. Мы надеемся, что вам понравилось читать эти сообщения от команды, работающей над Южной Дакотой, которые мы делимся с вами, нашим лучшим сообществом на свете. Если вам не терпится отправиться в путь по штату Маунт Рашмор, обязательно добавьте его в список желаемых гостей. Мы искренне ценим вашу поддержку и с нетерпением ждем возможности рассказать больше об этом грядущем дополнении для American Truck Simulator. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на Южную Дакоту будет расположена в описании данного видеоролика. Явление междугородних автобусов в Euro Truck Simulator 2 DLC автобусы. Мир игры заиграл новыми красками. Мы поговорим с Виталием, одним из художников-оформителей этого захватывающего обновления, чтобы узнать больше о творческом процессе, технических сложностях и захватывающих деталях, которые ждут игроков, когда они сядут за руль автобуса. Будущим старшим 3D-художником в проекте автобусов Виталий играет ключевую роль в создании визуального облика новых междугородних автобусов, которые будут добавлены в Euro Truck Simulator 2. По сути, я отвечаю за визуальное воплощение этих транспортных средств, объясняет он. Я занимаюсь всем от 3D-моделирования, экстерьера и интерьера до создания детальных текстур и материалов, определяющих их внешний вид. В его обязанности также входит разработка всей необходимой анимации, тесное сотрудничество с производственными исследовательскими командами, чтобы обеспечить максимально достоверное воссоздание каждого тренера. На вопрос о том, в чем заключается его работа над автобусами, Виталий подчеркивает важность баланса между техническим мастерством и
и реалистичностью. Речь идет о сочетании технического мастерства с точностью, чтобы обеспечить нашим игрокам реалистичный опыт. Что касается исследования и сканирования, Виталий рассказывает, что хотя обычно он полагается на справочные материалы, собранные специальной командой, проект Counchis стал уникальной возможностью. У меня была возможность самому отправиться в командировку и увидеть настоящих тренеров вживую, говорит он. Это было невероятно ценным, так как позволило мне лично наблюдать и фиксировать все необходимые детали, чтобы точно воссоздать их в игре. Говоря о том, что его больше всего волнует в проекте, Виталий рассказывает: больше всего я рад тому, что моя работа действительно оживает в игровом мире, и наблюдать за тем, как его модели, текстуры и анимации работают, и что еще важнее, видеть реакцию игроков. Вот что его по-настоящему мотивирует. Меня действительно мотивирует осознание того, что мои усилия способствуют воплощению давней мечты сообщества и дарят им новый захватывающий опыт. На вопрос о том, что он думает о добавлении автобусов дальнего исследования, Виталий с энтузиазмом отвечает: это была главная просьба нашего сообщества на протяжении многих лет, и то, что она наконец-то осуществилась, невероятно воодушевляет. Он считает, что это не просто добавление нового транспортного средства, а расширение игрового процесса и углубление погружения игроков в игру. Это показывает, что мы прислушиваемся к тому, чего хотят наши увлеченные сообщества. Что касается используемых инструментов, Виталий описывает тщательно выстроенный рабочий процесс. В основном я использую на этом моделировании. Делится он, отмечая гибкость этого инструмента и поддержку сообщества. Для создания собственных текстур и в значительной степени полагаются из-за его процедурных возможностей Photoshop. Используется для редактирования текстур, а Muam для интеграции ресурсов в игровой движок с помощью пользовательских экспортеров. Иногда я использую для создания точек карт освещений, добавляет он, чтобы повышать реалистичность освещения в автобусе. Размышляя о похожих проектах, Виталий вспоминает свой опыт масштабной модернизации грузовых автомобилей, в частности их интерьеров. Однако автобусы представляют собой новый уровень сложности. Автобусы значительно просторнее грузовиков, говорит он, и в них гораздо больше геометрии и деталей. Это стало технической проблемой. Нужно было понять, как оптимизировать такое большое и сложное пространство, при этом не сильно снизив производительность. Говоря о том, что ему понравилось больше всего, Виталий подчеркивает новизну проекта. Всегда приятнее браться за новый тип транспортных средств, отмечает он. Создание различных анимаций для автобусов было увлекательным занятием, которое стимулировало его творческий потенциал и приносило огромное удовлетворение. Говоря о возникших трудностях, Виталий еще раз подчеркивает, что оптимизация была основным препятствием. Нам действительно пришлось искать новые подходы, чтобы сохранить высокое качество изображения и при этом снизить количество полигонов, особенно учитывая масштаб интерьеров автобусов. Кроме того, для реализации анимации требовался иной подход, чем для грузовиков, что заставило команду пересмотреть свои привычные методы. Отвечая на вопрос о том, какие интересные детали ждут игроков, Виталий намекает на глубину погружения. Мы уделили особое внимание атмосфере внутри автобусов, говорит он. Игроки могут заметить мельчайшие детали в интерьерах и пассажирских зонах, которые действительно оживляют пространство. Наконец-то отвечает на вопрос о том, что больше всего понравится игрокам. Виталий считает, что ключевым моментом является изменение темпа игрового процесса. Основное внимание в этом обновлении уделялось исследованию. Говорит он, игроки не должны упускать возможности насладиться пейзажами и открывать для себя достопримечательности. Опыт Conch, объясняет он, позволяет по-новому взглянуть на обширный игровой мир. Это способствует более медленному темпу игры и позволяет игрокам увидеть игровой мир с новой точки зрения, что, на мой взгляд, принесет большую пользу. Мы рады сообщить вам больше о грядущем дополнении Counchis, разработкам которого продолжается. Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, Blacksea и TikTok. Или подпишитесь на нашу рассылку. Если вы с нетерпением ждете возможности отправиться в путь с Шиком, не забудьте добавить дополнение Counchis в список желаемых в Steam. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика.
Добро пожаловать в Курину. В сегодняшнем блоге мы еще раз расскажем о том, что ждет вас дополнение Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь этим небольшим обзором города Курина, прежде чем отправиться туда самостоятельно в рамках предстоящего расширения карты. Курина расположен в 200 километрах к северу от полярного круга. На самом деле является самым северным городом Швеции. Это уникальное место. Летом жители города могут наслаждаться полночным солнцем в течение 2 месяцев, а с начала осени до конца зимы это идеальное место для наблюдения за волшебным северным сиянием. Хотя этот город на самом большой по численности населения, ему есть что предложить. Недалеко от него находится самая высокая гора в стране — Кебнакайсе. Здесь также расположены крупнейшие в мире подземные рудники по добыче железной руды. И давайте не будем забывать о потрясающей красоте окружающей Курину природы, лесах, тундре, реках и бесчисленных множестве озер. Железная руда будет представлена в нашем игре как огромный склад, куда игроки смогут доставлять грузы как на поверхности, так и в глубине под землей. Рудник Курина станет крупнейшим пользовательским складом в ETS-2, а также первым складом, расположенным под землей. Это по-настоящему увлекательное предприятие с более чем 130-летней историей. Каждый день на руднике добывается столько железной руды, что ее хватило бы на строительство 6 эйфелевых башен. Склад представляет собой сложное сооружение, поэтому игрокам придется ориентироваться по полной схеме местности с специальным указателем, расставленным по всей шахте. Горнодобывающая промышленность лежит в основе экономики Курины, и ее влияние настолько велико, что часть города переносится в другое место, чтобы обеспечить безопасность жителей. Это включает в себя строительство нового центра города в 3 километрах к востоку от старого. Наши специалисты по активам и картам воссоздают этот прекрасный новый центр города с помощью детально переработанных знаковых зданий. Среди них новая городская ратуша с оригинальной исторической часовой башней, которая была тщательно отреставрирована и перенесена с прежнего места, а также несколько других примечательных зданий, окружающих новый центр города. Кроме того, дальнобойщики смогут доставлять грузы на местный железнодорожный терминал, строительную площадку, склад сырья и другие предприятия, расположены в окрестностях города. Мы надеемся, что вам не терпится посетить этот город, когда выйдет дополнение Nordic Horizons. Если это так, обязательно добавьте дополнение с карты в свой список желаемых в Steam. Следите за новостями из мира Euro Truck Simulator 2. Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube. Или подпишитесь на нашу рассылку удачных перевозок. Ссылочки на данное дополнение будут расположены в описании данного видеоролика. Предстоящее дополнение Луизиана для American Truck Simulator перенесет вас в самое сердце американского юга региона, известного не только своей богатой культурой и уникальными ландшафтами, но и сложной сетью водных путей, а там, где водные пути, есть и мосты. В сегодняшнем блоге мы расскажем о нескольких знаковых мостах, по которым вы сможете проехать в грядущем обновлении карты. Эти сооружения не просто впечатляющие инженерные решения, они являются важнейшими связующими звеньями между городами, промышленными предприятиями и сообществами Луизианы. И да, мы позаботились о том, чтобы в игре они выглядели так же, как величественно, как и в реальной жизни. Могучая река Миссисипи протекает прямо через Луизиану, и для ее пересечения нужны поистине монументальные мосты. Среди них мост Хораса Улькносона, Батон-Руж. Самый высокий мост через Миссисипи и жизненно важное связующее звено как для местных жителей, так и для дальнобойщиков. Далее на юг в Новом Орлеане с моста Крейснит-Сити открывается потрясающий вид на город, когда вы выезжаете в самое сердце большого легкого. Далее по Миссисипи мост Хью Мелонга К. Аллана, также известен как Старый мост, предполагает еще одну живописную историческую переправу. Один из самых впечатляющих мостов в дополнении — мост через озеро Пончартерейн. Самый длинный неразводной мост в мире. Поверьте, перевозить тяжелые грузы по этому мосту так же эпично, так и звучит. На западе в Лейк-Чарльзе водитель увидит высокий мост Калькасия и мост через реку Калькасия, важнейший транспортный узел в оживленном промышленном коридоре, окруженном трубопроводами и гудящим от работы нефтеперерабатывающего завода.
Мосты-близнецы в Хуме дает представление о жизни на побережье, а мосты Ливилл и мост Луизиана Хейвен-1 ведут вглубь болотистой местности на юге Луизианы. Добавьте к этому мост Симмеспорт и потрясающий мемориальный мост ветеранов, и вы получите разнообразную подборку мостов, каждый из которых привнесет что-то особенное в вашем путешествии на грузовике по штату Пеликан. Каждый мост в дополнение Луизианы рассказывает историю о торговле, связях и характере, от высоких стальных арок до прочных речных переправ. Эти достопримечательности являются неотъемлемой частью ландшафта штата, и мы с нетерпением ждем, когда вы проедете по ним, полюбуетесь видами и можете быть даже сделать нескольких скриншотов по пути. Следите за новостями, чтобы узнать больше о том, что ждет вас в American Truck Simulator Луизиана. А пока не забудьте добавить дополнение в свой список желаемых гостей. И подпишитесь на нас в Twitter, Instagram, Facebook, Galaxy, TikTok. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше закулисного контента, тизеров и анонсов. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика. Мы надеемся, что вам всем нравятся летние дороги, независимо от того, путешествуете ли вы по Euro Truck Simulator 2 или исследуете бескрайнее американское шоссе в American Truck Simulator. Август в самом разгаре, и за кулисами происходило много интересного. Мы хотели бы поделиться с вами тем, что ждет ЦЦВР в этом месяце. Осторожно, спойлер, нас ждет нечто грандиозное. В августе этого года мы посетим Гоминшонш в Кёльне, Германия, одно из самых крупнейших событий в игровом календаре. Мы гордимся тем, что представляем Чехию на чешском национальном стенде в сегменте V2V «Бизнес для бизнеса». Наша миссия – встреча, налаживание связи и поиск новых партнеров среди широкого круга компаний. Мы очень рады, что у нас запланирована встреча с представителями крупных платформ, включая Sony, Microsoft и многих других, как и в игровой, так и в автомобильной индустрии. Мы с нетерпением ждем будущего и активно работаем над расширением нашего присутствия и контента для обеих наших флагманских игр. И хотя в одном году наше присутствие на Гоминшон сосредоточено в сегменте V2V, всегда есть шанс, что мы встретимся с кем-то из вас. Если вы увидите кого-то из команды ЦВР, не стесняйтесь поздороваться. Обязательно следите за предстоящими шоу Fighters Games Shop в августе этого года, потому что мы готовим кое-что особенное. Там будет предоставлен совершенно новый эксклюзивный тизер, и мы с нетерпением ждем, когда вы его увидите. Также в нашем списке дел на август должно быть шоу Find Your Next Game, которое проходит параллельно с Гейминшонш, где мы также представляем что-то крутое и эксклюзивное. На этот раз мы связаны с дополнением Nordic Horizons. Мы невероятно гордимся тем, что нас ждет, и рады быть частью программы этого шоу. Мы предлагаем все усилия, чтобы добавлять новый контент и возможности как в Euro Truck Simulator 2, так и в American Truck Simulator. Этот путь еще далек от завершения, и впереди нас ждет много интересного. Мы искренне благодарны вам за постоянную поддержку и энтузиазм, за ваше лучшее сообщество. Независимо от того, играете ли вы с нами уже много лет или только недавно присоединились к нам, мы ценим каждого из вас. До новых встреч, продолжайте в том же духе и увидимся на дороге. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. С этого выпуска новостей я буду публиковать новости с платформы Trackers MP. Экспресс «Золотой Феникс». Номер 127. Золотой Феникс Экспресс. Это активная, дружелюбная, профессиональная семья ВТС, исследующая дороги GTS 2 и АТС. Мы фокусируемся на том, чтобы быть активным в сообществе Trackers MP, посещая множество общественных мероприятий каждую неделю, а также устраивая наши собственные популярные еженедельные автоколонны. Присоединяйтесь к нашей 127-й еженедельной колонне. Наше путешествие отправится из Норвича, знаменитого своим средневековым собором и мощным холмом Вязов. Направляемся на юг. Наш маршрут пройдет мимо исторических университетских колледжей Кембриджа и безмятежной реки Кэм, идеально подходящей для катания на плоскодонке
Лакондонке. Мы завершим нашу поездку в Лондоне, где увидим знаменитый Биг Бен и оживленный Ковент-Гарден и величественный Тауэрский мост. Кастрок Тракерс Конвой. Август 25-го. Компания Кастер Тракерсинг приглашает вас на конвой Квинсенель. Привет всем! Мы рады приглашать вас на наш 5-инчный автопробег Кастрикс Тракингс. Это мероприятие организует Кастрикс Тракерсинг, и мы вместе проедем по впечатляющим европейским дорогам в Тракерс МП. Город. Инсио. Начало. Конец. Город Лиягада. DLC не требуется. Сервер USA Simulator. Ночной рейс. Маршрут по Франции Бенилюксу. Присоединяйтесь к нашему предстоящему общественному автопробегу, посвященному окончанию летних каникул. Мы отправимся в живописный тур по Северной Франции и страна Бенилюкса. Полюбуйтесь очарованием живописных деревень, извилистых дорог и красивых пейзажей, пока мы будем проезжать через этот регион, от холмов до исторических городов. Этот автопробег обещает стать незабываемым путешествием с потрясающими видами и отличной компанией. Призрачный экспресс. Прогулка в пятницу вечером номер 17. Призрачный экспресс был основан 10 июня 2020 года и возрожден 10 июня 2023 года. Призрачный экспресс с целью создания сообщества, в котором многие люди могли бы чувствовать себя как дома. Прошло больше года, и эта цель была достигнута. С каждым днем мы работаем все больше и добиваемся все больше прогресса, чтобы продолжать улучшать то, что доступно более чем 100 участникам. Мы работаем вместе с нашими сотрудниками и участниками, чтобы гарантировать, что качество нашей продукции соответствует ожиданиям всех участников Черный экспресс. Начиная с наших собственных модификаций, мини-игр, мероприятий и многого другого, с учетом всего вышесказанного, добро пожаловать на конвой. Мы надеемся, что вам понравится поездка с нами. Место начала. Майл-Сити, штат Монтана. Конечная точка. Кетчут, Айдахо. Время встречи 17:00 по Гривенчу. Время отправления 18:00 по Гривенчу. 4-я годовщина Син Форменчеш Карго. Мы празднуем 4-годовую историю увлеченности сообщества на маршрутах Frontiers без карго. С гордостью приглашаем вас принять участие в праздновании своей 4-й годовщины. Специальным мероприятием, на котором мы будем отмечать не только пройденный тоже километр, но и дружную приверженность и силу сообщества, которого вы не знаете границ. За эти годы мы оставляли незабываемые воспоминания, преодолели трудности и выросли благодаря усилиям каждого из наших членов. Теперь пришло время собраться и отпраздновать это великолепное путешествие так, как умеем только мы, на колесах и с сердцем в пути. Присоединяйтесь к нам в этом праздничном колонии и станьте частью еще одной главы в нашей истории. Дата. 22 августа 2025 года. Время встречи 19:00 ЮТС-5. Выход 20:00 ЕТС-5. Начало Мюнхен, Кадот, плюс перерыв на Ика. Пункт. Назначение. Дижон, Стоункс. DLC не требуется. Конвой Nexton Logistic Август. Промоц номер 58. Мы рады приглашать вас на наш автопробег Nexton Logistic Август промоции номер 58. Мы будем рады вашему присутствию на этом особенном мероприятии. Ваше участие очень важно для нас, и мы просим вас отметить свое присутствие, чтобы мы могли обеспечить вам максимально комфортное и запоминающее участие в автопробеге. В этом месяце мы отправимся из Валенсия на юг, в самом сердце Франции. Наш маршрут прилегает через оживленные города Реймса, Дижон и Макон. Конечной остановке будет в Сен-Лоране. От промышленных зон до очаровательных проселочных дорог. Это живописная поездка по промоц Франш обеспечит сочетание реалистичности, общественности и духа открытых дорог, который отличает конвой Nexton. Приготовьтесь прокатиться по историческим маршрутам, красивым долинам и захватывающим дух пейзажа. Конвой отправится в путь 23 августа 2025 года. Если у вас возникает вопрос, пожалуйста, обращайтесь в нашу команду по организации мероприятий.
Дата 23 августа 2025 года. Время встречи 12:00 по Гринвичу. Время отправления 13:00 по Гринвичу. Отправление Валенсия. Пункт назначения Сент-Лоран. Сервер Промоц. Часовой пояс отсутствует. 7-я годовщина Вар Кристингинг. Мы отмечаем наше 7-летие. Мы рады пригласить вас на специальное мероприятие, посвященное 7 невероятным годами работы в Вар Тракинск. Эта знаменательная дата связана не только с пройденными нами километрами, но и с сообществом, которое мы создали вместе. Ваша страсть и преданность делу сделали это путешествие незабываемым, и мы хотели бы отпраздновать его вместе со всеми вами. По виртуальным ландшафтам движутся захватывающий дух процессии грузовиков, каждый из которых олицетворяет уникальный стиль и индивидуальность наших водителей. Солнечный свет отражает от хромированных деталей, двигатели ревут в унисон, а воздух искрится от волнения. Это не просто поездка, это зрелище, ярко полотное, сотканное из дружбы, приключений и общей страсти. Мы запечатлели 7 лет на фотографиях и видео, чтобы наше сообщество могли хранить воспоминания о них. Дата суббота 23 августа 2025 года. Время встречи 18:00 по британскому летнему времени. Время отправления 19:00 по Гринвичу. Место начала Люблина. Пункт назначения Страсбург. Сервер событий. Требуется дополнение. Западные Балканы. Расстояние 818 миль. Официальный конвой АТС. Август 2025 года. Запланирован наш официальный августский автопробег 2025 года, и вы все приглашены. В этом месяце мы отправимся в Дуранго, Мексика. Мероприятие состоится 24 августа 2025 года и начнется в 17:00 по всемирному координированному времени. Ориентировочное время в пути 90 минут, возможно чуть больше, если вы едете в хвосте. Перерыв не запланирован, но вы можете остановиться в безопасном месте, если вам это необходимо. Вы можете припарковаться на любой стоянке в Дуранго, где есть зона, исключающая столкновения. В зависимости от требований пропускной способности мы можем прекратить доступ к некоторым компаниям с помощью знаков и ограждений, поэтому убедитесь, что вы направляетесь в открытую компанию. Здесь достаточно места, пожалуйста, не паркуйтесь на тротуарах. Что касается мест назначения, команда организаторов подскажет, в каком компании можно припарковаться. Закрытый конвой. Brinks Logistics. Сегодня мы хотели поделиться с вами печальной новостью. Если коротко, то, к сожалению, в августе этого года мы решили закрыться. Компания Brush Logistics была основана Шаком Брейном и Джеймсом еще 3 октября 2020 года. Спустя почти 5 лет пришло время сделать следующий шаг в нашей жизни. Мы хотели завершить это приключение большим прощальным автопробегом, который состоится 24 августа. Мы надеемся увидеть там как можно больше вас. И если вы хотите забронировать место, просто присоединитесь к нашему серверу Discord и переходите по ссылке к Closings Convoy Slots. Встреча 17:00 по Гринвичу. Отправление 18:00. Путешествие Страсбург, Прага. 1111 километров, 690 миль. Дата 24 августа 2025 года. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая получается новостная неделя, объединена с новостями по игре Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, также Strikers MP. Надеюсь, вам данная новость объединяющая понравилась, если да, оцените ее, пожалуйста, в комментариях. А с вами был, как всегда, я, Михаил с канала Paymaker. Не забывайте про действия, которые видите теперь на наших экранах, лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.